Всех приветствую на канале. У нас в работе есть панель от JAS S5. Это оригинальная панель, это панель донора. Нам нужно сделать клонирование с этой панели на эту панель. И сейчас объясню, по какой причине. В оригинальной панели не работает вот этот вот индикатор, дисплейчик. Он тускло горит. И периодически моргает вот этот дисплей. То есть подсветка начинает мерцать на этом экране. Что не так с другой панелью? Во-первых, маленький пробег, не такой, как в оригинале. И в панели, которая донорская, не работает правильная информация по моментальному расходу и по расходу бензина. Он показывает непонятные какие-то цифры, то есть очень большие. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Подключаемся распиновочкой, подаем питание. Так, это у нас панель, которая рабочая. Как видим, здесь с яркостью все хорошо. Панель работает, все светится, все работает. Тут дисплейчик тоже все работает. На машине ставили, не мигает, все хорошо. Единственный косяк, одометр у нас 197 километров. Это крайне мало и как бы подозрительно для непонятно чего еще там кто-то когда-то будет продавать. То есть нам нужно вернуть заводской пробег с той панели сюда. И прошивку процессора заливаем, естественно, сюда. И прошивку EEPROM тоже заливаем сюда, чтобы вернуть все базовые настройки и калибровки с той панели в эту панель. EEPROM для того, чтобы у нас вернулся родной пробег. Сейчас все подготовлю и продолжим видеоролик. Все подключения сделал. Здесь у нас обычный разъем BDM. Подключаемся через него. Либо можем подпаяться непосредственно к процессору. То есть, так как у нас все тут предусмотрено с разъемом BDM, подключаемся к нему. Считывать буду с помощью VVDI Proc. Давайте переходим непосредственно к работе с самой программой. Здесь мы выбираем MCU. Здесь выбираем нужную Motorola. И здесь вот у нас маркировка MS9S12HZ128. В нашем случае не заблокированная. Также есть вариант с блокировкой. Нажимаем чтение ID. Видим, что ID-шник прочитался 14.03. Вот как вот тут пишется с этой маской. Маска на процессоре у нас именно такая. Все, нажимаем. Во-первых, EEPROM можем читать, можем флеш. EEPROM в этой Motorola будет пустой, именно в этой панели. Давайте ради интереса прочитаем. Потому что я уже делал такие панели и знаю, что в EEPROM будет пусто. На всякий случай сделаем чтение. Да, видите, все забито F-ками. То есть EEPROM в этой панели пустой. Так, да, закрываем. Нам нужно конкретно вычитать флеш. Нажимаем флеш и нажимаем прочитать. Как видите, без проблем читает флеш, достаточно быстро. VVDI Proc в этом плане прям отличное решение. Если читать каким-нибудь типа iProg, это намного дольше. И не всегда происходит соединение с микросхемой. В общем, приходится с iProg помучиться. VVDI в этом просто замечательно справляется. Потому он и стоит приличных денег. Так, как видим, флеш у нас сохранился. Переходим дальше. Нам нужно вычитать данные именно EEPROM-ки. Чтобы не разбирать всю панель, потому что EEPROM находится под вот этим дисплеем, где-то вот тут вот внутри. Чтобы его не вычитывать, подпаяемся сейчас к точкам, которые у нас вот здесь распаяны. И зальем дампик непосредственно в панель. Сейчас все тоже подключу и перейдем обратно к ролику. Так. Подпаял необходимые контакты к площадке, чтобы не разбирать панель полностью. Считывать буду уже с помощью RT-шки, потому что здесь реализация по EEPROM гораздо проще и, на мой взгляд, удобнее сделано, чем в VVDI Proc. То есть мы выбираем вот оболочку и нажимаем просто быстрый поиск.
Автоматом она подтягивает нам нужную микросхему, нажимаем читать. Все, вот у нас вычитанный дамп. Закидываем его вот сюда. Так. Сейчас, чтобы не попутать. У нас от 19 года. Вот дампик с новой панели. Я уже вычитал 197 километров. И вот сюда сейчас сохраняем со старой панели. Там было 100 с чем-то. Давайте пишем, это старая панель. И сейчас поправим. Панель. Что, переходим обратно к панели и закачиваем туда дампик. Так, старую панель убираем, подключаемся к новой. Проводочек обломанный. Так, это по факту я подпаиваюсь к епромке, к ногам епромки с обратной стороны панели, чтобы не лезть в саму панель, чтобы ее не разбирать. Эти точки просто вызвонены, панель такая в работе раньше была. Я просто знаю, куда их подпаять. Все. Подключился. Возвращаемся сюда, нажимаем чтение. Видим, что все отлично. Сюда нам надо загрузить дампик. Который мы скачали вот со старой панели. Проверяем буфер. Нажимаем запись. Все, по идее, теперь у нас панель должна отображать текущий нормальный пробег. И такой же должен у нас быть и на старой панели. Так, давайте подключимся. Так, подаем питание. Все, пробег у нас поменялся. Ровно такой же, как и в той панели. Чтобы было это визуально видно. Старая панелька. Все. Панель клонирована, осталось только ее собрать. Если так подытожить ролик, то что у нас есть по работе с процессором, однозначно удобно работать VDI-кой. Отличный мануал, отличный help к нему. По поводу епромок, работа мне епромок на нем вообще не нравится, она реализована отвратительно, нету быстрого поиска, надо сидеть там, лазить по производителям, выбирать что-то. То есть тут для этого лучше воспользоваться RT-шкой 809. В плане этого он
выигрывает. Ну, РТшка не умеет читать процессоры. Вот. Убираем следы нашей пайки. В частности, также почистим разъем BDM, так как мы его паяли. И вот этот разъемчик, видим, что пайка была. Теперь чистим. Разъем BDM за собой тоже чистим. Отверстия должны быть пустыми, без припоя. То есть, если есть припой, это говорит о том, что туда уже лазили. Ну, то есть это будет просто видно тем спецам, кто в этом соображает. Так обычный человек все равно не поймет, что к чему. Так, ну и чистим панель за собой. Убираем наклеечку, чтобы никто не знал, что кто-то сюда заглядывал. Также ролик могу посвятить еще тем, кто очень много часто выступает, когда видит ролики с смоткой, скруткой пробега, в частности на моем канале. Вот вам банальный пример, когда это необходимо не с целью изменения пробега в сторону обмануть кого-то. Клиент вернул родной пробег, все как положено. Его беспокоила проблема совершенно иного характера. А так как пробег на новой панели вообще 190 километров, это причем он их проехал, она была с нулевым пробегом. Панель какая-то, видимо, с разборки, непонятно откуда взялась она с таким пробегом. Тем не менее, он здесь был нулевой. Так, все устанавливаем и отдаем клиенту.